В Арктике произошел невероятный случай, когда касатки окружили белую медведицу с ее детенышем на крошечной льдине. Казалось, что их судьба решена, и хищники уже начали атаковать, заставляя лед колебаться, а вода приближалась к краям, угрожая поглотить мать с медвежонком. Ситуация выглядела безнадежной. Но то, что сделала медведица, удивило даже самых опытных исследователей. Лед скрипел под натиском холодного арктического ветра. Белая медведица медленно двигалась по краю льдины, а ее малыш, еще не привыкший к этим условиям, шел рядом, часто поскальзываясь. Этот мир был для него новым и полным опасностей, но он чувствовал себя в безопасности рядом с матерью. Она остановилась и подняла голову, ощущая морской запах в воздухе, когда внезапно рядом с льдиной вода начала бурлить. На поверхности показались два черных плавника. Это были касатки, известные своими охотничьими навыками. Хищники начали осторожно кружить вокруг льдины, их спины то появлялись, то исчезали в воде. Медведица сразу почувствовала угрозу и подтолкнула своего детеныша вглубь льдины. Она подошла ближе к краю, готовая защищать малыша. Касатки действовали слаженно, как команда. Одна из них резко ударила хвостом по воде, создавая волну. Льдина затрещала, а медвежонок испуганно прижался к матери. Медведица зарычала и встала на задние лапы, пытаясь отогнать хищников, но касатки не останавливались. Они продолжали атаковать, разгоняясь и ударяя хвостами по воде, вызывая все более сильные волны. Льдина начинала качаться, и медвежонок, поскользнувшись, едва не упал в ледяную воду. Мать тут же схватила его зубами за шкуру, удержав на льду. Но следующая волна была сильнее, и льдина накренилась, сбив медведицу в воду. Сомкнувшийся лед окружил ее, а касатки начали быстро двигаться вокруг. Шансы на выживание были почти нулевыми, но медведица не сдавалась и отчаянно рванулась обратно к льдине. Огромная касатка прошла совсем рядом, и волна снова перевернула лед. Медвежонок запищал, а медведица, теряя силы, с трудом ухватилась за край льдины. Она боролась с холодной водой и волнами, пока наконец не выбралась обратно. Ее шерсть была промокшей и покрытой льдом, но она продолжала бороться, несмотря на усталость. Касатки не отставали и продолжали атаковать. Но медведица понимала, что оставаться на этой льдине опасно, и ее жизнь вряд ли будет спасена, если не предпринять решительный шаг. Она схватила медвежонка зубами за загривок и, выбрав момент между волнами, прыгнула в ледяную воду. Холод поразил ее тело, но медведица продолжала плыть, держа детеныша над водой. Касатки пытались приблизиться, но она быстро меняла направление и направлялась к большой полосе льда. Эта гонка за выживание была невероятно сложной. С каждым метром медведица теряла силы, но в конце концов она достигла широкого ледяного поля. Выдохнув, она выбралась на лед, прижимая медвежонка к себе. Касатки еще некоторое время плавали вокруг, но нападать больше не стали и вскоре исчезли в холодной воде. Медведица тяжело дышала, лежа на льду, измотанная борьбой. Но ее детеныш был рядом, и это давало ей силы. Спустя некоторое время она поднялась, и медвежонок сразу пошел за ней, стараясь быть как можно ближе. В этом суровом мире Арктики каждый день — это борьба за выживание, и в тот день медведица едва не стала жертвой касаток, но ее решительность и смелость спасли их жизни. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте чудесные комментарии. Всем добра и хорошего настроения.